Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумочки Tote с узором елочка. Такая красивая сумочка у меня получилась по видео мастер-классу. По размеру сумка шириной 23 см, высота 22 см. На этом мастер-классе мы с вами будем вязать уже полюбившийся вам узор елочка по кругу, то есть не поворотными рядами, а именно в круговом вязании. Также мы свяжем красивое вязаное донышко, которое хорошо держит форму. В описании под видео я оставлю артикулы Валберес на фурнитуру. Подписывайтесь на мой YouTube канал, также на мой Instagram, TikTok. Смотрите мои видео и пишите в комментариях, какие еще мастер-классы вы хотели бы увидеть. Материалы для вязания сумочки: полиэфирный шнур толщиной 3 мм, круглый или плоский. Нам понадобится 300 метров. Крючок номер 4. Из фурнитуры у меня трапециевидные ручки. Ширина 11 см, высота 8 см, 2 штуки. Колечки диаметром 40 мм, 2 штуки. Карабины для ремешка. Отверстие 20 мм, 2 штуки. И магнитная кнопочка для застежки, диаметр 18 мм. Мы начинаем вязание, оставляем короткий кончик и набираем цепочку 26 воздушных петель. Набираем петли не слишком туго, но и не слабо. Начинаем вязание донышка, пропускаем первую петельку, вводим крючок за полупетлю второй петли, вяжем столбик без накида и продолжаем до конца ряда, провязываем 25 столбиков без накида. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. В следующем ряду опять вводим крючок за дальнюю полупетельку и провязываем 25 столбиков без накида. Начиная со следующего ряда, все ряды вяжутся одинаково. Мы вводим крючок за полупетельки из двух предыдущих рядов и провязываем столбиками без накида 25 петель.
И как я уже говорила, все ряды остальные вяжутся одинаково. Вводим крючок за полупетельки из двух предыдущих рядов и вяжем по 25 столбиков без накида в каждом ряду. Вот мы с вами связали начало донышка, далее мы продолжаем вязать таким же способом и вяжем в высоту до тех пор, пока у нас не образуется 10 рядов по внешней стороне донышка. Мы закончили, связали с вами донышко. Давайте посчитаем. У меня вот это внешняя сторона, это внутренняя сторона донышка. Итак, по внешней стороне мы видим, у нас вот такой рисунок, черточки после каждого ряда. По ним мы считаем ряды, и у нас должно получиться 10 рядов. Переворачиваем на другую сторону, здесь немножко другой рисунок, и мы тоже считаем по черточкам, и у нас получается здесь 9 рядов. Это внутренняя сторона сумки. Теперь я поставила маркеры и отметила места прибавок, где мы будем с вами вязать по 2 петли в одну. От начала ряда мы отмеряем 8 петель, маркируем одну петлю, затем 7 петель, маркируем одну, еще 7 петель и маркер на последнюю петлю. Далее переходим на узкую сторону. Здесь у нас было всего 10 рядов. Из них первую петлю мы делаем прибавку, ставим на нее маркер, затем пропускаем 2 ряда, опять маркер, пропускаем еще 2 ряда, еще раз маркер, пропускаем еще 2 ряда и на последнюю петлю тоже ставим маркер. Итого у нас по этой стороне 4 маркера. И с этой стороны у нас то же самое, как с противоположной, только здесь в первую петлю мы делаем прибавку, затем 7 петель, прибавка, 7 петель, прибавка, 7 петель и в последнюю петлю делаем прибавку. И у нас осталась еще одна сторона, здесь тоже 10 рядов было. В первую петлю делаем прибавку, 2 пропускаем, прибавка, 2 пропускаем, прибавка, 2 пропускаем и в последнюю делаем прибавку. Переходим непосредственно к вязанию, провязываем 8 петель. В отмеченную маркером петлю провязываем 2 столбика без накида в одно основание. Затем вяжем 7 столбиков без накида. В отмеченную маркером петлю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Далее у нас идет 7 столбиков без накида. И в последнюю петельку мы делаем прибавку. Далее переходим на другую сторону. Вот напротив первого ряда в петельку мы вводим крючок, провязываем прибавку 2 столбика с накидом в одно основание. Затем вяжем без прибавок 2 столбика без накида напротив двух следующих рядов. Затем в отмеченную маркером петлю мы провязываем прибавку 2 столбика с накидом в одно основание.
Далее опять вяжем без прибавок 2 столбика с накидом. Следующую отмеченную маркером петлю опять провязываем прибавку 2 столбика с накидом в одно основание. Далее без прибавок вяжем 2 столбика с накидом. И в последнюю петлю мы вяжем прибавку 2 столбика с накидом в одно основание. Теперь переходим на другую сторону. Здесь в первую петельку сразу делаем прибавку 2 столбика с накидом в одно основание. И далее мы вяжем уже аналогично противоположной стороне, делаем прибавки точно так же. Мы заканчиваем с вами, обвязали донышко вокруг, связали 2 еще стороны самостоятельно. И теперь вот здесь у меня отмечена последняя петля, в нее я делаю прибавку. 2 столбика с накидом в одно основание. Также я довязываю пару к первой петле. В основании первой петли провязываю столбик без накида. Итого по окружности ряда у меня получается 84 петли. Теперь закрываем ряд, вводим крючок под верхний стежок первой петли, провязываем соединительный столбик и воздушную петлю. Давайте измерим наше донышко. По размеру у меня получилась длина 22 сантиметра и ширина 11 сантиметров. Далее продолжаем. Вводим крючок сразу в первую петлю, в которую мы делали соединение. Вяжем столбик без накида. И далее продолжаем также. Вводим крючок за обе полупетельки и вяжем столбиками без накида, без прибавок по кругу 84 петли. Закрываем этот ряд, опять вводим крючок под первую петельку, делаем соединительную петлю, воздушную петлю. И далее уже мы вяжем наш узор. Первую петельку пропускаем, во вторую петлю провязываем столбик без накида. Затем делаем накид на крючок. И теперь давайте посмотрим, вот у нас вторая петля, вот первая. И в основании первой петли мы вводим крючок и провязываем полустолбик с накидом. При этом я придерживаю длинную петельку спереди рукой, чтобы она получилась красивая. Далее опять одну петлю пропускаем, следующую, в следующую вяжем столбик без накида. Теперь опять возвращаемся в основание предыдущей петли и в нее вяжем полустолбик с накидом. Итак, мы с вами продолжаем вязать по кругу. До конца ряда у нас должно получиться 42 раппорта узора. Один раппорт узора состоит из 2 петель. Мы заканчиваем этот ряд, у нас осталось последние 2 петли, и в них мы вяжем последний 42 раппорт.
Закрываем ряд, вводим крючок под первую петельку, делаем соединительную петлю и воздушную петлю. И далее, будьте внимательны, мы переворачиваем вязание и далее мы вяжем поворотным рядом. Теперь мы смотрим на изнаночную сторону сумки и вяжем в противоположном направлении. Здесь также следует обратить внимание, куда нам вводить крючок. Вот эти длинные петельки, их верхушки, и сюда мы будем вязать столбики без накида. Итак, пропускаем первую петлю, во вторую петлю вводим крючок, вяжем столбик без накида, затем делаем накид. И здесь немножко может быть непонятно, именно на первом раппорте, обратите внимание, вот у нас идет длинная петля. Мы вводим крючок сбоку от этой длинной петли, и здесь у нас крючок должен выйти под V-образной галочкой, также возле длинной петельки. Это наши ориентиры. И теперь мы вяжем столбик, полустолбик с накидом. Далее продолжаем. Одну петлю пропускаем, в следующую петлю вяжем столбик без накида. Делаем накид. И теперь нам нужно вернуть крючок обратно. Смотрим на предыдущую длинную петельку. И здесь с противоположной стороны, возле длинной петельки, под узором галочка, у нас выходит крючок. Мы провязываем полустолбик с накидом. Опять одну петлю пропускаем. В следующую вяжем столбик без накида. Затем делаем накид. И вводим крючок возле длинной петли с противоположной стороны. Смотрим, чтобы крючок вышел под узором галочки. И вяжем полустолбик с накидом. Одну петлю пропускаем, в следующую столбик без накида, накид, вводим крючок возле длинной петли, с противоположной стороны крючок выходит под узором галочка. И вяжем полустолбик с накидом. И так продолжаем вязать до конца ряда. Всего 42 раппорта узора. Заканчиваем этот ряд, закрываем его, вводим крючок под первую петлю, делаем соединительный столбик, воздушная петля, и затем опять поворачиваем работу и вяжем в противоположном направлении следующий ряд. Одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик без накида. Затем вводим крючок под предыдущую длинную петлю сбоку и вытягиваем полустолбик с накидом. Продолжаем, вяжем следующий раппорт, пропускаем одну петлю, следующую вяжем столбик без накида, делаем накид, вводим крючок возле длинной петли и смотрим с противоположной стороны, крючок у нас выходит под узором галочки. И вяжем полустолбик с накидом. Точно так же продолжаем вязать до конца ряда 42 раппорта узора.
Мы закончили, связали третий раппорт узором, закрываем этот ряд. И давайте посмотрим, вот так мы с вами продолжаем вязать в высоту всего 21 раппорт узора. При этом каждый ряд мы вяжем в противоположном направлении. То есть вот так опять переворачиваем и вяжем уже в другую сторону. Мы закончили, связали 21 раппорт узора. Вот такое полотно сумки у нас получается. Узор достаточно плотный. Здесь у меня проходит шов, его почти не видно. Если мы будем считать каждый раппорт в высоту, то у нас должно получиться 21. Также давайте измерим. По высоте у нас получается 20 сантиметров. Далее мы будем привязывать ручки сумки. Для этого нам нужно посередине, сверху сумки, отмерить для ручки 15 петель. Я их определила маркерами. Вот с первой и так далее до второй стороны 15 петель. То же самое с противоположной стороны 15 петель. Здесь между ручками у нас по 27 петель. Здесь 21 петля до конца ряда и 6 петель от начала ряда. И здесь ровно 27 петель. Итак, от начала ряда я провязываю 6 столбиков без накида. Далее берем ручку трапецию, прикладываем ее спереди сумки в перевернутом виде и через ручку мы провязываем следующие 15 петель. И далее мы продолжаем самостоятельно. Здесь мы провязываем 27 петель между ручками, затем еще 15 петель через следующую ручку и до конца ряда 21 петля. Мы закончили, связали с вами завершающий ряд. Теперь ниточку можно отрезать, закрываем последнюю петлю и прячем кончик нити.
Далее мы пришиваем магнитные кнопочки, прикладываем их сверху сумки под ручками и пришиваю с помощью прозрачной мононити. Как я уже говорила, в описании под видео я оставлю ссылку на мастер-класс, где вы можете посмотреть, как связать такой ремешок из полиэфирного шнура. Мне осталось только слегка подогнуть верхние края сумки, прикрепить на них кольца, и на колечке я прикрепляю готовый ремешок. Давайте измерим нашу готовую сумочку. Получается ширина 23 сантиметра, высота 22 сантиметра. На этом видео мастер-класс по вязанию сумочки Tote с узором елочка заканчивается. Я желаю вам приятного вязания. Подписывайтесь на мой YouTube канал, отмечайте меня на ваших работах в Инстаграме. Мой аккаунт nitka.kz. До новых встреч!